Крушение парома МВ «Принцесс Виктория». Спущен 27 августа 1946 года и завершен в 1947 году компанией William Denny and Brothers. Он был одним из первых паромов типа ро-ро. Это первый специально построенный паром такого типа, который работал в британских прибрежных водах, и четвертое судно, носившее это имя, поскольку его предшественник 1939 года был потоплен во время Второй мировой войны в устье Хамбера немецкой миной. Несмотря на новаторские методы загрузки, судно внешне было похоже на своего предшественника. Оно могло вместить 1500 пассажиров плюс груз и имело спальные места для 54 человек. Судно работало на переправе между Странраром в Шотландии и Ларном в Северной Ирландии. Эксплуатировалось до 1 января 1948 года. «Принцесс Виктория» под командованием 55-летнего Джеймса Фергюсона покинула железнодорожный причал Странрар 31 января 1953 года в 7 часов 45 минут с 44 тоннами груза, 128 пассажирами и 51 членом экипажа. Было штормовое предупреждение, но капитан принял решение выйти в море. Была установлена гильотинная дверь из-за ранее выявленной проблемы с попаданием брызг и волн в кормовые двери, но использовалась редко, потому что подъем и опускание занимало слишком много времени. Это обеспечило бы дополнительную защиту раздвижных кормовых дверей. В данном случае этот механизм был поврежден и поэтому не мог быть спущен. Вскоре после очистки устья озера Лох-Райен, что заняло 1 час вместо обычных 20 минут, судно повернуло на запад, в сторону Ларна, и подставило свою корму навстречу суровому открытому морю. Огромные волны повредили низкие кормовые двери, позволив воде попасть на автомобильную палубу. Экипаж изо всех сил пытался снова закрыть двери, но они оказались слишком сильно повреждены, и вода продолжала заливаться волнами. Судно кренилось на правый борт, и в этот момент капитан решил отступить в безопасное место на озере Лох-Райен, пойдя кормой и используя носовой руль. Это оказалось невозможным, потому что экстремальные условия не позволили матросам высвободить стопорный штифт на носовом руле, и тогда капитан принял решение попытаться достичь Северной Ирландии, взяв курс, который защитил бы корму корабля. В 9 часов 46 минут, почти через 2 часа после отплытия из Странрайера, радист Дэвид Бродфуд передал сообщение азбукой Морзе на радиостанцию в Порт-Патрике с таким содержанием: «Требуется срочная помощь буксиров». При крене на правый борт, усугубленном смещением груза, вода продолжала поступать на судно. В 10 часов 32 минуты, наконец, было передано сообщение СОС. После сообщения о помощи была отправлена спасательная шлюпка Порт Петрик Дженни Спайс, а также эсминец Контест, но хотя он приблизился к месту происшествия, плохая видимость не позволила экипажу увидеть тонущий паром. В 13 часов 08 минут паром сообщил, что его двигатели остановились. В последнем сообщении азбукой Морзе в 13 часов 58 минут сообщалось, что он находится в 8 километрах к востоку от островов Коупленд. Следственная комиссия установила, что оказанию помощи парому помешали другие операции по оказанию помощи при бедствии, которые уже проводились в других местах в экстремальных погодных условиях того дня. Самолет РФ «Хейстинс» помогал спасателям у берегов Льюиса и Бары и в результате не достиг места происшествия вовремя. В ходе расследования отмечалось, насколько другим мог бы быть результат, если бы самолет был доступен раньше. Неразбериха с местонахождением «Принцесс Виктория» способствовала тому, что спасательное судно столкнулось с трудностями в его поиске. Также 4 небольших торговых судна, которые укрывались в Белфастском заливе, немедленно вышли в море.
чтобы помочь, после того, как услышали передачу, которая сообщила, что «Принцесс Виктория» находится рядом с их якорной стоянкой. Это были судно «Лаваэрцмур», траулер «Ист Коутс», танкер «Пас оф Драмачтер» и судно «Орки». Торговые суда не смогли спасти выживших в спасательных шлюпках. Пока спасательная шлюпка Донагади не прибыла и не смогла поднять выживших на борт. В живых осталось 44 человека, все мужчины, среди них не было ни одного корабельного офицера. Затопление парома произошло во время сильного урагана, который также вызвал наводнение в Северном море 1953 года, в результате которого только в Великобритании погиб 531 человек, хотя это был самый страшный инцидент во время этого шторма. Очевидцы сообщали, что видели, как спасательная шлюпка, в которой находились по крайней мере несколько женщин и детей, разбилась о борт «Принцесс Виктория». Катастрофа шокировала многих людей, она включала в себя обычное путешествие по относительно короткому переходу в 32 километрах в водах, которые считались безопасными. В Ларне и Странраере, небольших городках, которые в значительной степени зависели от своих морских портов, большинство семей так или иначе пострадали. В конце концов были обнаружены тела 100 человек погибших в результате катастрофы. Суд по расследованию затопления, состоявшийся в марте 1953 года в здании суда Крамлин-Роуд в Белфасте, установил, что паром утонул из-за сочетания факторов. В отчете на 30 тысяч страниц расследование показало, что, во-первых, кормовые двери были недостаточно прочными. Во-вторых, меры по очистке автомобильной палубы от воды были недостаточными. Суд также отметил, что дежурный эсминец Tenacious из 3-й учебной эскадры, базирующийся на Sea Eagle в порте Лондондерри, не смог выйти в море. Стало традицией проводить поминальные службы по обе стороны Северного канала в годовщину затопления. Многие из выживших продолжают посещать эти службы. В 2003 году, к 50-летию, у мемориала Виктории в Агнью-парке была открыта новая мемориальная доска с именами погибших. Обломки парома оставались ненайденными до 1992 года, когда команда из Кромарти Fjord Diving под руководством Джона Маккензи и при финансовой поддержке BBC. Работая на основе данных, полученных в ходе исследования морского дна Королевского флота, проведенного в 1973 году, смогла определить его местонахождение 8 километров к северо-северо-востоку от островов Коупленд на глубине 90 метров.